Hallo. Вот мы и встретились. Стоим под мимозой. Вот как красиво. Да, тут такой свет красивый. Привет, дорогие друзья! Посмотрите, какая сегодня солнечная погода. А у меня тем временем сегодня квашение капусты. Капусту я квашу понемногу. Покупаю один вилочек, квашу, мы ее доедаем, и я берусь за следующий. Я не делаю так, как делали наши мамы и бабушки, когда по много-много килограммов покупали и солили всей семьей. Уже не те времена, капуста практически всегда есть в наличии. Вот, как я ее готовлю. Здесь у меня 2 килограмма белокочанной капусты, нарезанной вручную. На 2 килограмма у меня уходит где-то 40 грамм соли, вот такой крупненькой. Тщательно все вымешиваю. До этого я сильно прям вымешивала, что сильно много жидкости она давала. В этот раз я хочу, чтобы она... Но она тогда становится более мягкая. Я хочу в этот раз, чтобы она была более хрустящая. Вот, я ее промяла. Но не сильно, опять еще раз повторюсь. Далее идет 1 морковка крупная. Сейчас я все это перемешаю еще раз. Оно уже даст больше сока. Ой, сейчас чихнул. Нет, не чихнул. И разложу в баночку. Сверху сок от капусты должен покрывать всю эту массу. И далее уже к ферментированию несколько дней буду выпускать газы. Она будет у меня открытая, я просто накрою ее чем-нибудь сверху, положу какой-нибудь уплотнитель, утяжелитель. И все. На, я думаю, 3-4 день капуста будет готова. Капуста готова. Я ее разложила в банку, тщательно придавила. У меня ручки в перчатках. Вот вы видите, сейчас покажу на свет. Вот это сок от капусты, и он должен покрывать. Сверху я выложила капустный лист и стакан с водой для утяжеления поставила. Сверху сейчас просто накрою полотенчиком и уберу в темное место, но не около батареи, иначе это будет размягчать вашу капусту, уйдет хрусткость. Нужно поставить в темное место и каждый день выпускать газы. И уже по вкусу обязательно нужно пробовать. Когда вы поймете, что она готова, убирайте ее в холодильник. Иначе, если она перемаринуется, переквасится, переферментируется, она будет опять же мягкая. С добрым утром. Вот такой завтрак у меня сегодня. Матча. Домашний творог с ягодами, медом. Ну а здесь все самое полезное. Гречка, авокадо. Домашняя квашеная капуста, которая получилась в этот раз очень хрустящей, вкусной. Домашнего посола лосось, который часто очень солю, примерно раз в неделю. Оливочки, авокадо. Такой прилежный завтрак человека, следящего за своим здоровьем. Всегда так.
Шафран. Шафран. Пришла посылочка. Сейчас распечатать, посмотреть и вам показать. Вот с такой пометочкой. Ой, какая тяжелая. Надеюсь, что она завести сохранности. Я давно ее хотела. И почему-то только недавно. У меня была одна подобная, кот мне ее разбил. Вот такая красавица. Вообще ее можно использовать как кашпо под цветок. Ну, я не знаю, посмотрю. Может быть, я ее поставлю здесь на кухне. Очень красивая. Масленичная неделя подошла к концу, но мы ее догоняем за хвост. И сегодня у нас ужин из блинчиков. Домашние блинчики на сыворотке. Вот такие красивые. К блинчикам у нас два варианта: сладкие и несладкие начинки. Здесь домашний слабосоленый лосось, авокадо, домашний творог с клубникой, также обжаренный фарш с луком и чесноком, вкусные свежие овощи, руккола и чиккофте, турецкое блюдо, как закусочка. Ну и, конечно, мед, йогурт. И здесь у нас чиа-пудинг с малиной и йогуртом тоже. Выглядит все очень аппетитно, и запах стоит потрясающий. Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим лимонный тарт с меренгой. Это один из любимых десертов моего мужа. Скоро весна, и почему-то захотелось чего-то с лимонным свежим вкусом. Для этого нам понадобится сделать песочное тесто. Я подготовила весы и добавлю сейчас нарезанное охлажденное сливочное масло 100 грамм, нарезанное кубиками. Далее для рецепта нам понадобится 200 грамм пшеничной муки, песочное тесто может быть как сладким, так и не сладким, но для лимонного тарта я думаю, что будет хорошо добавить немножко сахарной пудры, до 50 грамм по вашему усмотрению. Я добавлю 40 грамм. И добавлю пакетик ванильного сахара. Также нам нужно добавить немножко соли. Далее мы с вами вымешиваем крошку вручную. Мое сливочное масло не было сильно замороженным, ледяным. Поэтому достаточно быстро и удобно можно сделать вот такую крошку.
Также вы можете использовать толкушку для пюре. Ну, мне привычно делать это руками. Делать это нужно достаточно быстро, чтобы масло не начало подтаивать. Мы видим, у него консистенция сыпучая, поэтому мы сейчас с вами добавим одно яйцо и, возможно, немного, совсем чуть-чуть воды. Добавляем одно яйцо. И вымешиваем тесто. Вот, видите, тесто уже формируется, и вода не понадобится нам в данном случае. Долго тесто месить не нужно. Минимальное соприкосновение с руками. Быстро вымешиваем, упаковываем в пленку и убираем в холодильник где-то на час. Итак, наше тесто в холодильнике. Далее нам нужно с вами будет приготовить лимонный курт, лимонный крем. Нам там понадобится сок 2-3 лимонов, цедра 1 лимона, 3 яйца, сахар и холодное сливочное масло в дальнейшем. Для этого нам сейчас нужно снять с 1 лимона цедру, что мы и сделаем. И далее мы выдавим сок. Это в среднем где-то 120 мг сока. Я использую вот такую терочку Зесты киевскую. Но если у вас ее нет, вы можете использовать любую другую терочку. Или удобным для вас способом снять цедру. Теперь мы выжмем с вами сок лимона. Теперь давайте проверим, сколько здесь жидкости у нас, лимонного сока получилось. Миллиграмм. Вполне этого достаточно. Далее мы с вами добавим 3 яйца. Также я добавлю немножко ванили. Добавим сахар. По рецепту 120 грамм. Я добавлю 100, а может и меньше, потому что я люблю не сильно сладкие десерты. Далее мы добавляем цедру. Берем венчик и идем ставить наш крем на огонь. И постоянно вымешиваем без остановки, чтобы у нас не получилось сваренное яйцо. Наш крем загустел. Посмотрите, какая у него консистенция. Сейчас мы его снимаем с огня и вводим постепенно кусочки сливочного масла, вымешивая параллельно до однородной консистенции. Так, я буду вводить сливочное масло небольшими нарезанными кубиками. Крем готов. На этом этапе можно крем процедить через сито, если вы хотите идеальную консистенцию. Я этого делать не буду, потому что меня все устраивает. Далее мы накроем наш крем в контакт. Это значит, мы будем выкладывать пищевую пленочку, соединяясь с самим кремом. Так у него не появится ненужная нам верхняя пленочка, корочка. Это называется в контакт.
Вот так это выглядит. Сейчас мы этот крем уберем в холодильник. Либо при комнатной температуре, потому что уже скоро будет наше готовое тесто, и нам нужно будет крем выкладывать сверху. Я заранее подготовлю форму, смажу ее сливочным маслом, бортики и дно. И присыплю мукой. Так тесто не прилипнет и будет хорошо отходить, что облегчит нам момент, когда нам нужно будет доставать наш торт. Основа готова. Пришло время раскатать наше тесто. Немного присыпем мукой наш стол. Тесто при выпекании, конечно, немножко усядет. Поэтому, если хотите, сделайте более высокие бортики. Но тут еще зависит от того количества крема, который у вас. У меня крема не очень много, поэтому я не хочу, чтобы борта были слишком высокие. Далее нам нужно наколоть вилочкой тесто, чтобы оно не поднималось. Следующий этап. Нам понадобится с вами пергамент и какой-нибудь груз. Можете использовать фасоль, сою, что-то тяжелое, или специальные утяжелители бывают. Я буду использовать фасоль. Духовку разогреваем до 180 градусов. Отправляем нашу основу песочную на 15 минут при 180 градусах. Далее мы ее достанем, уберем основу и будем запекать еще 10 минут. Следующий этап, завершающий этап, нам нужно приготовить с вами меренгу. Делать мы будем с вами швейцарскую меренгу, она более стабильная. Для этого нам понадобится 3 белка. Белки, конечно же, мы сохраним, они всегда пригодятся. – 180 грамм сахара, и щепотку соли. Ставим делать сироп, швейцарскую меренгу на водяную баню. Меренга должна
быть температуре где-то 60-65 градусов. У меня есть щуп, которым я буду замерять, но вы можете это сделать вручную. А между ладошками не должно оставаться кристаллов сахара. Когда меренга будет готова, мы ее снимаем с огня и начинаем взбивать миксером или в процессоре. Давайте проверим, сколько у нас градусов. Чтобы меренга получилась более стабильная, давайте добавим кукурузный крахмал, большую маленькую чайную ложечку. Это поможет меренге быть более плотной и стойкой. Также мы добавим немножко ванилина и чуть-чуть лимонного сока, чтобы меренга была глянцевой. Тарт я достала основу на другую форму, так будет гораздо удобнее его разрезать. Крем я снова прогрела. Следующий этап — наша меренга. Ну что, теперь ставим запекать наш тарт на максимальной температуре небольшое количество минут, чтобы она просто схватилась и зарумянилась, наша меренга. Ну что, красавчик лимонный тарт с меренгой готов. Вот так он выглядит. Я его только достала. И мы ему дадим несколько часов, чтобы остыть и схватиться. Потому что, скорее всего, курт внутри достаточно жидкий. Нужно время для стабилизации.